Я приветствую всех, кто заглянул на канал Таро Немо. Онлайн-гадание, Таро-расклад, что придет в мою жизнь, может быть, ворвется в мою жизнь. Перемены на пороге, что нас ожидает в ближайшем будущем. Давайте узнаем подсказки карт. И в начале нашего гадания мы сделаем сигнификацию, чтобы вы могли определить, подходит вам этот расклад или нет. Должна сказать, буду благодарна вашим комментариям. Канал создан недавно, и что-то там не срабатывает корректно, потому что были подключены комментарии, но почему-то вы не могли их оставлять. Вот я знаю, что мне писали об этом, но уже вроде все отрегулировано. Я надеюсь, что все заработает, эта система. Итак, давайте мы узнаем. И вначале мы сделаем пояснение, кто вы и что у вас сейчас на повестке дня, или что в вашей судьбе. Мы выполним это на колоде Таро Иллюминатов, и потом я подключу, мне очень хочется посмотреть на колоде Герметического Таро. Но о вас пусть нам карты расскажут именно на Таро Иллюминатов. Они очень иллюстрированные. И даже не знаю, по-моему, карт Таро можно уже сориентироваться, насколько это вам подходит. Ну и такая арт-картинка приятная. Ну, давайте будем узнавать. Итак, кто вы? Туз кубков. Ну, человек вы оптимист, это точно. Духом вы не падаете. Вы знаете, мои девочки дорогие, вы очень многим нравитесь. И, скорее всего, это ваше состояние души. И, может быть, у вас сейчас вообще все достаточно непросто, сложно. Но вот именно вот эта возможность подниматься с колен, или когда я верю, что я все равно какую-то ситуацию переломлю в свою пользу, и я все равно чувствую себя ресурсной. И какова бы даже патовая, может быть, ни была ситуация, словно у вас всегда есть выход. Вы настолько уверены в том, что я что-нибудь придумаю, я никогда не сдаюсь. И это вам придает такой заряд оптимизма, что вы притягиваете словно внимание людей. Я не могу сказать, что это внимание будет как искреннее восхищение. Нет, это ваша карта, это ваше состояние души. И вы, может быть, вы чувствуете, что какие-то вот-вот перемены начнутся. Знаете, это как подсказки нашей интуиции, что вот эта ситуация, в которой я сейчас нахожусь, она все равно не продлится долго. Либо вы чувствуете, словно пространство будет помогать вам решить какой-то вопрос. Если мы говорим о людях, это интерес к вам как таковой. Почему? С одной стороны, это может быть, как бы не было сложно, или, может быть, даже, знаете, в вашей жизни было достаточно сложных, как и моментов, периодов, может быть, затяжных даже периодов. И кто-то мог подумать, ну вот, наконец-то ее тут это как-то подкосило. А потом раз, нет, ее это не подкосило. Может быть, на какой-то период жизни вы вынуждены были так, как будто отступить шаг-два назад для того, чтобы прийти в себя. Какой-то сложный период переосмыслить, пережить или восстановить какие-то внутренние силы. Но потом вы, как птица Феникс, вот все равно возрождаетесь, правда? И окружающие, глядя на вас, думают, может, она ведьма? Есть такие у нас предпосылки. Начинают думать не весь что. Именно потому, что у человека есть удивительная возможность трансформации. Правда, кто-то из вас мог еще также получить какое-то приятное известие. Или, может быть, дело, которым вы занимались, ну, хоть на какой-то процент оно движется вперед, и оно вас радует. Об этом тоже может говорить карта. Или, может быть, какой-то серьезная тема, вопрос, который тоже вы прикладывали усилия, как-то пытались что-то изменить, и тоже что-то как будто сработало. Тут есть безусловное самоудовлетворение от того, что я что-то сделала правильно. Вот это вторично будет добавлять вам какой-то уверенности. Что в вашей жизни сейчас? Да, вот насколько полярный. Вот все то, о чем я говорила. У нас выпадает карта ночных кошмаров, и это буквально может проигрываться у кого-то как инсомния, бессонница, когда нарушен сон. Именно, может быть, из-за того, что я полночи лежу, обдумываю, и мне надо найти какой-то выход. И пока обстановка
сама по себе может быть темноватая вокруг вас, то есть какие-то обстоятельства на вас это точно влияют. Они где-то и заставляют вас, может быть, отчасти двигаться вперед и находить вот тот самый выход. Вы не ждете чудес. Вы понимаете, что меня что-то не должно застать врасплох. Но это стоит вам очень большого перенапряжения. И вот как раз сон может быть нарушен из-за того, что очень много мыслей. Тем не менее, карта нам говорит, что, видимо, какое-то напряжение ваше достигло какой-то критической точки, и себе сейчас самой нужно уделить внимание. Понятно, что нормализовать сон, у кого-то, ну, что-то сделать, видимо, на нашем бытовом уровне, то, что вы откладывали на потом. Иногда вот есть такое значение, то, что мы никак не можем начать, становится для нас кошмаром, правда? То времени не хватает, то, может быть, это тот вопрос, который вас самих, когда, знаете, мы, может быть, даже для себя самой хотели сделать что-то очень важное. Или может быть, внести какую-то коррекцию в наш график работы, буквально. Потому что ведь эта карта часто бывает как сопровождение нашей большой усталости, а уставшие люди делают ошибки. И вы ведь очень здраво видите, какова ситуация на данный момент. Но то ли загруженность работы, то ли обстоятельства вашей жизни, они вам не дают возможности расслабиться. Они не дают вам возможности вот как будто переключить внимание на самую себя. У вас, если мысли приходят, то они все равно сопряжены с тем, что меня окружает. Или что я еще должна сделать. Или что я еще не сделала из того, что я себе запланировала. И вы можете чувствовать, словно остро время уходит. Я могу что-то не успеть сделать. Или я могу с чем-то опоздать. У кого-то конкретная обстановка, в которой вы находитесь, она может быть настолько непредсказуемо турбулентно, что вы понимаете, что если какой-то вопрос вы сейчас не решите, завтра не будет возможности. Словно будут какие-то перемены. Может быть, вы поэтому и смотрите видео, потому что вы словно в каком-то прыжке, может быть, приготовились, что завтра и еще какая-то будет неожиданность. Но, повторюсь, перенапряжение уже достигло какой-то критической точки, и поэтому сейчас самое время переключить внимание на себя. А что еще у вас? Есть определенные сожаления. Скорее всего, меня смотрят девочки, неважно, какой у вас возраст. Были переживания, причем переживания эти уже остались далеко позади. Но какие-то выводы, они заставили вас сделать. Какая-то сложная ситуация, скорее всего, эта ситуация была с предательством связана. Либо у вас, может быть, даже какой-то близкий человек подвел до такой степени, что вы никогда не ожидали этого. Вы были открыты душой полностью. И ведь здесь не обязательно, если мы говорим про нашу личную жизнь, что это могут быть мужчины. Вовсе нет. Это могли быть близкие, любые абсолютно люди. Или даже наши близкие друзья, которые нам поставили подножку именно в тот момент, когда мы были уже слабы. И для нас это, знаете, как последняя капля была. И точка невозврата. И поэтому какие-то переживания, они застряли в нашей душе. Уже все прошло, вы уже все проанализировали, уже нет никаких иллюзий. Скорее всего, эта ситуация вас вообще уже никак не ранит. Но подвох вы теперь все время ждете, что меня еще раз обмануть могут. Меня еще раз могут погрузить в подобную ситуацию, и я оттуда буду героически выкарабкиваться. И такого я себе больше не хочу. Но знаете, дело в том, что мы можем себе мешать вот такими мыслями. У кого-то это выражается буквально в нарушении сна, а для кого-то из вас это будет выражаться в том, что мы никак не можем сделать вот этот разворот, вот этот реверанс на 180 градусов, чтобы увидеть, может быть, то, что в нашей жизни для нас еще осталось ценно. Не эти 3 разлитые кубка, да бог с ними. Это уже не имеет никакой роли, не играет в нашей жизни. Но, видимо, для нас самих вот какая-то наша составляющая, она еще осталась. Мы еще не реализовали какие-то свои цели, мечты, намерения. И погружение вот в такие сомнения нас задерживает в реализации какого-то нашего плана. Поэтому еще раз повторюсь, правда, тут надо повернуться лицом к самой себе. И даже если мы
развернувшись на 180 градусов. Где-то в начале словно видим свою собственную тень. И мы можем испугаться. Мы не хотим какого-то повторения. Тут ведь может быть, знаете, у кого-то проходят новые отношения. Как будто человек, правда, вот кто-то меня смотрит, мои дорогие девочки, была какая-то грустная история, а теперь уже вроде бы есть какая-то другая история, и человек транслирует какие-то чувства или, ну, какие-то предложения, может быть, уже прозвучали, но вы не хотите повторить какой-то прежний опыт, и поэтому вы видите в каком-то, ну, вот таком более мрачном виде, свете, есть определенное какое-то недоверие, но вам это мешает себя как будто раскрыть. Может быть, вам дан человек как проводник. Может быть, стоит не анализировать очень глубоко отношения, даже с позиции как это долго будет продолжаться, или могу ли я ему доверять или нет. Оставаться где-то на своей волне, но позволить себе чему-то словно продолжиться. Вот чтобы вот эта амброзия, которая как по тузу кубков через край переливается, чтобы она вас наполнила, понимаете? Потому что где-то есть холод в душе, есть какое-то недоверие. Давайте, что еще нам скажут карты. Есть какой-то режим экономии, безусловно, когда я сохраняю свои позиции. Я не жду чудес. Может быть, человек, тут у кого-то из вас могут быть проблемы с финансами. Это не значит, что вообще нет денег. Это просто, может быть, какие-то планы, которые пока не вписываются в ваш бюджет. Или вы думали даже по работе, допустим, была обещана одна сумма, а тут происходят какие-то просто, может быть, задержки с финансами. Или этих финансов не настолько много, что я могу вот так вот, развернуться. Я бы хотела себя чем-то побаловать, вздохнуть свободно, но мне сейчас приходится решать какие-то очень важные вопросы и в том числе закрывать какие-то финансовые бреши, может быть, буквально так, или участвовать, ну, в каком-то деле, может быть, который тоже от вас требует вложений определенных. И поэтому я дважды должна на себя рассчитывать. Тут ведь ситуация такова, что есть какой-то жесткий материализм, который мы из нашей жизни не исключим. И как бы тут какие эмоции нам не транслировали, получается, есть какая-то практика, критерий жизни, и я отталкиваюсь именно от того, что у меня будет по факту. А для кого-то из вас уже и новые, может быть, какие-то отношения или какие-то знакомства, но, может быть, человек себя повел не совсем так, как вы предполагали, или на словах было одно сказано, а потом в последующем в какой-то патовой ситуации вы опять остались словно в надежде на свои собственные силы. То есть какая-то возникла реальность, и вам пришлось держать буквально оборону. Есть то, что мы вынуждены принять, в чем-то участвовать, куда-то вкладываться. И мы вкладываемся одни. Нет больше как будто участников. И надежды, что кто-то к нам примкнет, как будто тоже нет. Но есть определенная усталость уже от этого состояния. Почему? Потому что мы, знаете, кажется, я хожу по кругу. С одной стороны, вы какой-то стабильности, вы удерживаете ее. Вы свои позиции научились как и защищать, так и где-то предвидеть на несколько шагов вперед. Это правда. Вы научились распознавать людей за этот сложный период, на кого я могу понадеяться, на кого нет. От кого чего ожидать. Вы уже профильтровали, скорее всего, все свое окружение. Нет вот абсолютно никаких иллюзий. Вот кто меня сейчас смотрит, иллюзии, они были, но они рухнули. И теперь конкретная картина мира, как и в обстановке. Почему вы, наверное, не ожидаете каких-то чудес, что обстоятельства вдруг передо мной какие-то возможности откроют. Так и буквально финансовое положение вам тоже приходится удерживать какую-то ситуацию. Вот от этого мы не уходим. Но нас это как будто сковывает, понимаете, вот наши возможности. Почему вы смотрите это видео? Скажу еще раз. Четверка пентаклей. Это то состояние, которое на сегодняшний день может казаться, я хожу по кругу, но интуитивно я чувствую, что вот-вот что-то будет меняться. И правда, впереди перемены, говорит эта карта. Поэтому, собственно, этот человек, персонаж по карте,
и наблюдает, как зоркий сокол, за всем, что происходит вокруг. Ничто не должно ускользнуть, как будто от его пристального взгляда. Давайте мы спросим, что у вас на душе? Работа. Ну вот все то, что я сейчас говорила. Работа, зарабатывание денег, есть какая-то реальность. И это то, чему вы посвящаете себя. А может быть, для кого-то из вас именно вот эта усталость из-за того, что приходится просто много времени работать, когда я не могу расслабиться. Но вы знаете, по этой карте нам говорят, что ваши старания окупятся. У вас будет словно какой-то финансовый взлет. По этой карте нам всегда показывают профессионала, который на сегодняшний день вот имеет вот эту четверку. Но более того, эта восьмерка словно в значении это удваивается. Значит, в ближайшее время ваш капитал как минимум удвоится. То есть сделаете вы какой-то квантовый скачок может быть, в вашем бизнесе. Вот здесь могут быть девочки, у которых какое-то свое дело. Или, может быть, вы хотите развивать как бы свое ремесло, хобби, как угодно называйте. Или вы хотите развивать себя, ну, в каком-то деле, что-то вам новое интересно. Или вы хотите построить карьеру. Карьера это тоже у нас, как ни крути, все равно уже какое-то новое финансовое значение, какая-то цифра большая. И тут вполне вероятно то, что у вас получится заработать денег, осуществить тот свой проект, на который вы рассчитываете. Но еще и в дальнейшем это карта роста, когда мы все равно и еще какие-то себе присоединим как возможности, может быть, альтернативные варианты, или для нас откроются какие-то сами по себе, как новые шансы, в каких-то новых реалиях, что так или иначе деньги пойдут в рост. Тут можно построить очень серьезный бизнес. Вот вы можете, вы знаете, как заработать деньги, потому что вы знаете, что мне нужно делать, и четко знаете, чего делать не нужно. Что у вас еще сейчас? Может быть, у кого-то из вас есть конкретный человек по королеве жезлов, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев, стрелец или имеет асцендент. Это может быть как и друг, как и близкий человек или какие-то контакты. А также энергетика этой карты говорит нам о том, что мы сейчас больше находимся в позиции, где я могу заработать деньги, каким образом я могу построить карьеру, каким образом я могу достичь той своей цели, которую я себе поставила как в план, и я это менять не собираюсь. И я буду использовать все возможные мыслимые и немыслимые методы. Очень целеустремленная энергетика у вас. Вот достичь именно того, что я запланировала. И причем должна сказать, надеюсь на саму себя. Я спрашивала о чувствах, спрашиваю, что у вас. А нам, в общем-то, две карты про деньги и про работу, и про какие-то достижения говорят. Чего бы вы хотели? Вот давайте мы так спросим. А вы бы хотели совершенно обратного. Вы бы хотели счастья, эмоций приятной. Вы бы хотели расслабиться, вы бы хотели быть любимой. Вы бы хотели вот этот вот кубок теплый, чтобы кто-то вам подарил, и чтобы груз каких-то забот и, может быть, вот этих вот страхов кто-то развеял. Было то плечо, на которое можно было бы опереться, чтобы можно было не беспокоиться о завтрашнем дне. То есть вы мечтаете совершенно о противоположном. Каковы тенденции ваши, вот развитие вашей ситуации, как вы видите? Каковы тенденции? Но вы очень здраво оцениваете обстановку. Вы действительно понимаете, что я устала. И более того, вы готовы сейчас где-то, может быть, взять паузу в чем-то, может быть, паузу в отношениях, может быть, вы какие-то отношения, кстати, уже могли поставить на паузу, потому что нужно словно что-то обдумать. Я складываю оружие, потому что я должна привести мысли в порядок. Вот где-то подобное состояние у вас может проигрываться. Давайте мы спросим, а что было, вот про работу нам уже сказали множество карт, а давайте мы узнаем, а что у вас в личной жизни? Тут как будто все помыслы больше касаются либо дел, которые вы запланировали, либо конкретно заработков.
Хотя хотим мы приятных эмоций. Что в вашей личной жизни было? Что в прошлом? А вы знаете, были такие ситуации, когда вас кормили завтраками. Ну, в каком смысле? Что-то было обещано. Тут личная жизнь, может, это общая карта, семерка Пентаклей, она всегда говорит об ожидании. Так вот, тут как со стороны близких могло быть, я тебе там потом помогу. Вот такая фраза могла быть сказана. И это могла быть фраза, ты можешь на меня рассчитывать, которая прозвучала от мужчины, может быть, от ваших прежних каких-то отношений. Это было некое, как период ожидания, и это был какой-то застой. Вот вы сейчас как будто смотрите, и, может быть, особенно, наверное, у кого-то ведь проигрывается такая ситуация, когда какой-то период обучения и ожидания. Обучения в плане, как реально нужно смотреть на жизнь и как нужно, может быть, отчасти не доверять обещанному. Так вот, вот этот период ожидания длиною в жизнь. Когда я все надеялась, ждала чего-то, и в итоге я поняла, что я прождала самые лучшие свои годы жизни. Кто-то, я знаю, меня смотрит разные возрастные девочки, и поэтому вот у кого-то, знаете, период, который может быть в десятилетие, выложился вот в такое ожидание. И вера, святая вера в светлое будущее. Но в итоге это получилось, что, ну нет, ждать нечего. Я осталась вот так, один на один, с какой-то своей ситуацией, как и финансовой, так и эмоциональной ситуацией, увы, тоже. Так что же было у вас в личной жизни? Было какое-то у вас, знаете, как известие или информация, или, может быть, человек конкретный пришел и сказал вам какую-то информацию, и у вас словно мир перевернулся. Или вы поняли, что я иду куда-то не туда. Вот отправная какая-то точка отсчета, когда у вас прежняя какая-то история ваших отношений закончилась, она пришла с какой-то правдой, известием правды, осознанием какой-то реальности, очень жесткой, холодной, когда все возможности были отсечены. Может быть, человек сказал: нет, я сейчас буду заниматься своими какими-то делами. Или мне сейчас не до тебя. Может быть, тот, который обещал: я тебе подставлю плечо. Или я тебе помогу. Он вам в один момент все как будто надежды обрубил, обрезал. И вы поняли, ни по финансам я не могу надеяться, ни в отношениях это не будет какой-то союз. Мне даже дружбы не получится, потому что я не могу этому человеку доверять. Вот такая реальность была, очень острая, болезненная и очень ранящая. Но, как ни странно, именно это вас сделало сильнее. Тут поневоле будешь сильным. А что еще? Какая еще была ситуация в личной жизни? Семья была, правда? У кого-то была и семья, были и какие-то, ну, планы. И вы знаете, для кого-то из вас это было не просто болезненно, а это был как гром среди ясного неба. Это был полный удар. Это был крах, может быть, как и семьи, как и каких-то надежд. Это было, правда, вот как видите, нам показывают на карте связь поколений, когда и внуки, и дети. Ну, я понимаю, меня разный возраст смотрит, но это вот полное благополучие, это теплый, уютный дом, это была, ну, какая-то стабильность, и она рухнула от этого известия просто в один момент. У кого-то из вас проиграется ситуация, которая связана, может быть, не с конкретным человеком, или, допустим, эта обстановка вокруг вас была такова, но сказал вам какую-то новость, может быть, конкретный человек. И это вот я как стою на пороге, открыла дверь, и мне человек говорит, что реальность, она вот такая. И это была та сложная новость, которую пришлось принять таковой, какая она есть, но она меня просто буквально убила. Она меня где-то морально, ну, обессилила полностью, и мне потребовалось время, чтобы восстановиться. То есть тут по-разному. Давайте, а что еще?
а следом за ней пришла еще какая-то новость, еще пришли какие-то события, и кому-то из вас пришлось быстро менять либо себя саму, либо пришлось куда-то спешно собраться и поехать. Для кого-то из вас пришлось принять какую-то реальность и, может быть, менять работу, менять свой стиль жизни, отказаться от всего того, что было вам уже привычно. Вам пришлось где-то себя ломать, буквально. Ну, так вот, видите, тут, да, конечно, будешь тут закаленный, правда? Давайте мы с вами на колоде герметического Таро узнаем, каковы перемены на пороге. Здесь нам показывают вас как достаточно сильного человека, но который уже, ну, просто нуждается как минимум в отдыхе, в какой-то самопомощи, дать себе какую-то передышку. И задаетесь вы вопросом, так как мне поверить человеку? Или как мне какую-то ситуацию окончательно переломить, может быть? Как мне вздохнуть свободно? Или как мне на что-то решиться? Ну вот давайте мы узнаем, что помимо нашей воли, какова обстановка будет вокруг вас. Вот на колоде герметического Таро. Что в последующем вокруг вас, в вашем окружении будет? В какой вы будете находиться? Будет еще какой-то период ожидания. Этого мы, ну, абсолютно не сможем избежать. И карта нам говорит, что у нас есть, мы, знаете, можем буквально прошляпить какую-то возможность, если мы долго будем оглядываться назад. Это у нас повелитель проигранного успеха, так называется эта карта. Поэтому мы можем что-то упустить. Это тот период, когда мы долго что-то ждали. Вот смотрите, это у нас 7 пентаклей. И вот это 7 пентаклей. Мы уже были в подобной ситуации. Мы чего-то ждали. И тут ведь может быть совершенно полярная какая-то обстановка. Здесь мы могли ждать от конкретного человека, или это какой-то наш, может быть, быт вот такой упорядоченный. И тут ворвались события, которые все перекроили. А здесь мы конкретно можем, ну, как будто потерять время. И это будет для нас не очень в плюс. Видимо, хотя вы настроены на какие-то действия, но для кого-то из вас это, знаете, такая информация, что ты должна попросту хорошо отдохнуть, чтобы быть более ресурсной, чтобы правильно как оценить обстановку вокруг вас, так и правильно провзаимодействовать, может быть, с людьми какими-то, использовать себе во благо или для осуществления своего проекта какой-то подходящий момент. Вот именно подходящий момент мы не должны какой-то упустить. Вот так будет разворачиваться ситуация. Значит, может быть парадоксальная какая-то. Но вот нам карта говорит, ты должна использовать все возможности для того, чтобы заработать деньги. Мои девочки дорогие, правда, тема пентаклевая, финансовая, она продолжается. И значит, я не могу сказать, мои дорогие, что ну где-то мы можем забыть про работу и ну вот так расслабиться. Видимо, в ближайшее время нет. Но у нас выпадает 6 пентаклей, и это у нас полностью материальный успех, повелитель материального успеха. И по этой карте у нас все идет в рост. Нам уже здесь, собственно говоря, 8 пентаклей, мы сказали, что будет один успех, а следом еще последует какая-то реализация, самореализация, причем такая полная. Может быть, вы даже пока у вас это, как, знаете, как далекий план или мечта, а у вас все осуществится. Но для этого вот сейчас как будто следует продолжать и не потерять какую-то возможность. Не потерять возможность кардинально для кого-то изменить какую-то материальную составляющую своей жизни. А что еще? И вы знаете, у кого-то это будет через отношения. Хотя больше, как ни странно, у нас 9 кубков, но это повелитель материального счастья, то есть полного какого-то финансового успеха. Одна карта дополняет другую. Вы знаете, тут может быть двояко, две карты. Это может означать как
Мы сейчас посмотрим. Помощь кого-либо. Все-таки у вас здесь тоже начинается с кубков. И нам карты сказали, что мы немножко так подустали и где-то застряли в привычке надеяться на самих себя. Да, здесь какой-то прогресс материальный, причем такой вау, на длительный период жизни обещается. Но давайте мы тогда спросим, то есть если какие перемены или что у нас в будущем вообще нас ожидает, на что нам обратить внимание. Так вот, обратить внимание нам нужно будет обязательно на какую-то свою личную жизнь. И я должна сказать, что по тройке кубков еще продолжают нам карты тему изобилия, процветания, материального достатка. И тройка кубков – это повелитель или ангел изобилия. Как будто вот 3 чаши нам изображены, и священная жидкость, она переливается и постоянно как будто дополняется во всех 3 чашах, и она практически не иссякает. Надо сказать, что еще есть тут много символов в этой колоде Таро, я надеюсь, это будет видно. Нам изображены 2 символа Меркурия и Рака. Это находится в углах обычно. Это как может прийти какая-то новость, на которую мы должны откликнуться. Так, и вот, наверное, вот эта дама кубков, которая у нас показалась из, как бы, о чем мы мечтаем. Какая-то мечта наша, она обязательно исполнится. И я так вижу. Тут не просто, ведь это изобилие, когда бывает? Когда все сферы нашей жизни словно сбалансированы. Ну, нам более чем сказали про финансовую составляющую. И тройка кубков – это у нас как и радость, как и удача, это и любовь. Это действительно изобилие, процветание, баланс, по сути, по всем сферам жизни. Как и дела, как и деньги, финансы, так и личное. Что-то, какая-то личная история. Итак, что придет в мою жизнь? И у нас выпадает Таро Бланка. Я эту карту никогда не убираю, потому что всегда надо оставлять какой-то процент на то, что у каждого какая-то своя составляющая. Значит, у каждого какой-то свой путь к этому изобилию. У каждого какая-то своя точка вот этого старта. Давайте мы посмотрим, что придет в мою жизнь. Солнце, мои дорогие. Вот. Нечего добавить, правда. То есть путь может быть к солнышку, он у каждого как-то по-своему будет. Но то, что у нас все мечты будут сбываться, это точно. Каковы перемены? Вот удивительно. Вот оно ожидание, да, которое мы проговорили. Вот она 7 пентаклей. То есть мы должны, наверное, не дуть на воду, обжегшись на молоке. Это точно. Может быть, использовать все варианты, которые нам будет давать пространством. Это может приходить и через отношения тоже, потому что если здесь у нас материальный успех, мы говорили, да, повелитель материального именно успеха, счастья, как бы вот через материализм к нам что-то приходит. Ну и плюс материальный успех у нас в пентаклях, это полностью успех. Но здесь у нас добавляется это уже кубки, и значит это полнота счастья, как я сказала, это еще и чувство, то есть еще какие-то отношения. С учетом вот той 7 пентаклей, которая у нас выпадала на герметической колоде Таро в самом начале, и нам говорят, ты не должен, не должна, точнее, что-то упустить из своей жизни. Может быть, правда, какие-то отношения, и человек для нас, мои дорогие девочки, будет являться каким-то своеобразным проводником. Может быть, в последующем, мы ведь еще сегодня не можем предугадать, как потом разовьются какие-то события. Но кто знает, может быть, сами по себе, вот взаимодействие как с миром, как с конкретным человеком, для нас будет и либо нас обогащать, либо помогать нам с большей самореализацией, или будет помогать нам построить более какой-то счастливый союз, или мы не можем на данном этапе предвидеть, насколько полноценно и наполнена будет ваша жизнь. И даже если есть какие-то разочарования сегодня, вы будете смотреть, оборачиваясь назад, как на какой-то просто эпизод, который был, и теперь совсем другая реальность. Будьте счастливы и любимы всегда, мои дорогие.